Ее звезда загорелась ярко и погасла так же быстро, но люди до сих пор очарованы Мэрилин Монро. Самая известная в мире блондинка с рождения узнала, что такое одиночество и предательство близких, и тем не менее истинные чувства ей удавалось скрывать за ослепительной улыбкой. Ее любимый роман «Братья Карамазовы», а фирменная вихляющая походка, по слухам, являлась результатом подпиленного каблука. Чтобы выглядеть эффектно, на макияж она тратила 2 часа ежедневно и дважды в неделю подкрашивала волосы. Из-за заикания и волнения одну сцену с ней могли переснимать до 40 раз, а эпизод с развивающимся платьем она играла под улюлюканье и насмешки тысяч зевак. Ее именем назвали специальный термин в психологии, а за знаменитым с днем рождения мистер Президент стояла женщина, которая уже давно сломлена. Мэрилин родилась с именем Норма Джин Мортенсон, крестилась уже с фамилией Бейкер. О существовании старшей сестры узнала в 12 лет, а личность отца была установлена только в 2022. Ее прадедушка страдал от депрессии, у бабушки диагностировали психическое заболевание. Ее мать, Глэдис Монро, после рождения дочери жила на полную катушку. К Норме Джин особых чувств не испытывала, и потому та с детства воспитывалась у родственников. Вскоре и мать попала в психиатрическую лечебницу по причине параноидальной шизофрении. Девочка стала странствовать по приютам и множеству приемных семей, где даже подвергалась насилию и была по-разному несчастна. Одни временные родители давали ей вместо игрушек пустые бутылки, другие чуть не задушили подушкой за плач, а третьи отправляли в кино на целый день. И там, любуясь красивыми героями, у Нормы Джин и появилась мечта стать актрисой и вырваться из мрачной реальности. В 6 лет у нее был любимый песик Тимми, который провожал ее в школу и ждал после уроков, но его застрелил сосед, и для маленькой Нормы это стало огромнейшим потрясением. Вскоре девочку приютила лучшая подруга матери Грейс Макки. Она монтировала фильмы в Голливуде, и ее кумиром была актриса Джин Харлоу, первая платиновая блондинка империи грез, ушедшая из жизни в 26 лет. Грейс убедила девочку в том, что ее второе имя дано в честь Харлоу, и в том, что Норма настоящая красавица и будущая звезда экрана. Она научила ее пользоваться косметикой и оплатила ее первую профессиональную фотосессию в 12 лет. Но все же отправила в сиротский дом, потому что именно ее мужа биографы считают человеком, совершавшим по отношению к Норме Джин развратные действия. В 14 Норму стали называть мисс М. Во-первых, от перенесенных в детстве стрессов она стала страшно заикаться, и особенно на букве М, потому что ей было трудно произнести слово «мама» из-за запутанных с ней отношений. Ну а во-вторых, Норма Джин была очень хороша собой. Никто не препятствовал тому, чтобы она бывала в танцклубах, флиртуя с мужчинами, а этот звук они произносили, глядя красотке вслед. Чтобы не возвращаться в приют, в 16 будущая звезда, как и многие другие убегающие от прошлого девушки, вышла замуж за хорошего соседского парня Джеймса Догерти. О семейной жизни из книги «Подготовка к браку» она узнала, что любовь приходит потом, а в начале отношений главное хорошо кормить мужа и гладить его рубашки. Когда Джеймс уехал служить на флот, Норма устроилась на завод, где собирали радиоуправляемые самолеты, и там ее заметил фотограф Дэвид Коновер, подчиненный будущего президента США Рональда Рейгана. Он делал снимки женщин, работающих на военных заводах, для плакатов, и, увидев Норму Джин, тут же предложил ей начать карьеру модели. В 1945 году будущая Мэрилин подписала свой первый контракт и до конца года появилась на обложках аж 33 журналов. Ее заводные снимки разлетались по всему миру, а сослуживцы мужа обклеивали ими свои каюты. Когда Джим заявил, что это его жена, ему никто не поверил. Друзья обозвали хвостуном и фантазером и подшучивали на ним до конца службы. А Норма тем временем с рекламными кампаниями облетела все штаты и несколько стран. Ее муж не одобрял такую карьеру, сильно ревновал, и в 20 лет Норма получила первый развод. Тем не менее, Догерти всегда с большой любовью вспоминал их 4 года совместной жизни. От природы у будущей кинозвезды волосы каштанового цвета, но чтобы лучше смотреться на экране, она попробовала 12 оттенков волос и в итоге стала платиновой блондинкой, как ее любимая Джин Харлоу. Также ей пришлось пойти на ринопластику, исправить прикус и добавить силикона в подбородок, который она считала чересчур крупным и потому постоянно улыбалась, чтобы скрыть недостаток. Кто оплачивал эти вмешательства, доподлинно неизвестно. Удивительная энергичность молодой модели скоро оказалась замечена и в киноиндустрии, и началось голливудское восхождение Нормы Джин, точнее Мэрилин Монро, потому что ей назначили новое имя. Фамилия Монро принадлежала ее матери, а продюсер Бен Лайон выбрал для нее имя Мэрилин в честь звезды Бродвея Мэрилин Миллер, в которую он был когда-то влюблен. Имя оказалось судьбоносным. Эти две красавицы-блондинки не только были похожи друг на друга, но и прожили чрезвычайно сложную жизнь и неудачные браки, и даже умерли почти в одном возрасте. Поначалу Мэрилин была шокирована тем, что ее новое имя начинается все с той же ненавистной М, но ее убедили, что так надо. Официально актриса сменила свое имя на Мэрилин Монро только за 6 лет до смерти. Глава студии «20 век» Фокс относился к ней с неприязнью и давал только крошечные роли в слабых фильмах. Денег ей катастрофически не хватало, а биограф Дональд Спотта, опросив знакомых актрисы, написал, что той приходилось иногда торговать собой не за деньги, а в прямом смысле за еду. «Ты на многое способен пойти, когда проголодаешься достаточно сильно», вспоминала позже Мэрилин, никак не комментируя слухи. Ей также приписывали романы со всеми продюсерами, полагая, что выросшая без отца девушка всю жизнь искала фигуру отца в мужчинах старше нее, но в карьерном росте это ей почти никак не помогало. Кроме того, в Голливуде поговаривали,
поговаривали, что для Мэрилин отдаться мужчине самый простой способ сказать ему спасибо. Но вернемся в 1949. Мэрилин пришлось возобновить карьеру модели и всего за $50 поучаствовать в обнаженных съемках у фотографа Тома Келли для календаря «Золотые мечты». Мэрилин, правда, настояла, чтобы на съемках присутствовала жена фотографа Натали. Этот календарь висел в гаражах по всей стране, а сама актриса 2 года отрицала свою причастность к этим кадрам, а когда в итоге сделала признание, то на студии разразился скандал, потому что голливудские актрисы в те годы в подобном не участвовали. Тем не менее, эти кадры способствовали стремительному росту ее карьеры. Фильмы с ее участием стали набирать кассу, а фотография с той съемки украсила обложку самого первого журнала Playboy. Сама актриса в те годы боролась с заиканием, много читала, училась актерскому мастерству и благодаря покровителям получила несколько значимых ролей в кино и, самое главное, полюбилась зрителям, причем обоих полов. Начался пик ее карьеры. Съемки в популярных фильмах, поездки по миру и невысокие гонорары. Да, фильмы с ней приносили большую кассу, но сама Мэрилин получала не очень много, и все из-за подписанного в начале карьеры жесткого контракта. Несмотря на это, она оставалась довольно бескорыстной женщиной, не требовала от поклонников драгоценностей в подарок, как это делала другая мегазвезда Голливуда. Очень долго у Монро вообще не было сколько-нибудь впечатляющих украшений. Ни колье с бриллиантами из фильма «Асфальтовые джунгли», ни великолепный 24-каратный бриллиант, с которым она позировала для рекламы фильма «Джентльмены предпочитают блондинок», ей не принадлежали. Практически все украшения кинозвезда получила от своего второго мужа, знаменитого бейсболиста Джона Димаджо. В 1954 году он подарил Мэрилин платиновое обручальное кольцо с дорожкой из 36 багетных бриллиантов, так называемое «Кольцо вечности». И примечательно, что после развода всего через 9 месяцев Монро его не вернула, а число 36 стало для нее роковым. В момент смерти актрисе было 36 лет. С безумно любящим ее Димаджо она развелась из-за его жуткой ревности, а последней каплей для него стала знаменитая съемка с летящим платьем в фильме «Зуд» 7-го года. Сцена снималась на улице, было сделано множество дублей, а толпы зевак мужского пола выкрикивали в адрес Монро сальные шутки, что очень разозлило Джо. Тем не менее, после смерти Мэрилин он, как и обещал, 20 лет дважды в неделю носил на ее могилу цветы и больше не женился. После развода у Мэрилин стали все больше проявляться психические проблемы. Она боялась, что депрессия, которой страдали в ее семье по материнской линии, передалась и ей. Актриса пошла к психоаналитикам, принимала лекарства от депрессии и бессонницы, которые чередовала с алкоголем, но старалась держать эти проблемы в тайне от общественности. Вскоре Монро вышла замуж за известного писателя Артура Миллера, который хоть и был женат, но не смог устоять перед чарами Мэрилин, а ради брака актриса даже приняла иудаизм. В те годы Миллера обвинили в симпатии к коммунистам, и Монро выступила в его защиту и спасла от тюрьмы. Но и этот брак не прошел проверку временем. По слухам, манера Артура всех поучать усугубляла комплекс неполноценности Мэрилин. Она искала мужчину, способного разглядеть ее внутреннюю красоту, ведь несмотря на толпы обожателей, Мэрилин всегда была одинокой. А Миллер думал, что женится на беззаботной красотке, а получил склонную к депрессиям женщину. Он прозвал ее самой грустной девушкой на свете и за время их 5-летнего брака не написал ничего, едва не погубив свою карьеру. Мэрилин же очень хотела детей, но страдала от эндометриоза и потому пережила пару внематочных беременностей. От этого ее душевное состояние ухудшилось, и она уже не могла уснуть без снотворного и часами находилась у психоаналитиков. К концу брака с Артуром ей приписали несколько мимолетных романов, в том числе и с Ивом Монтаном, а сам Миллер в это время познакомился со своей будущей третьей женой, фотографом Ингеборгой Мурат. После развода врач обманом поместила Мэрилин в психиатрическую лечебницу. С ней там обходились очень грубо, не давали позвонить знакомым, заставляли мыться в присутствии персонала, помещали в комнату, обитую мягкой тканью. Если бы не вмешательство ее второго мужа, Джо Димаджо, неизвестно, как долго она бы там пробыла. Затем жизнь Монро вступила в полосу хаоса. ФБР установила за актрисой слежку, якобы из-за того, что на нее могла выйти разведка коммунистических стран. Ей приписывали связи с мафией через Фрэнка Синатру и какие-то безумные любовные отношения под воздействием психотропных веществ. Их актриса принимала уже регулярно и в большом количестве, причем рецепты на них получала у разных врачей, которые не знали друг про друга. Повлияла на ее самочувствие и тяжело прошедшая операция по удалению желчного пузыря. Также начали распространяться небеспочвенные слухи о романе звезды с президентом Кеннеди и с его братом Робертом, ведь за 6 недель до смерти она спела томным голосом свое знаменитое «С днем рождения, мистер президент» для Джона Кеннеди, и в ее сверкающем наряде многие увидели намек на капли пота на обнаженной коже. Почти сразу после этого Мэрилин снялась в очень странной фотосессии в образе Жаклин Кеннеди, что еще больше подлило масло в огонь слухов. За 4 дня до смерти она подписала первый миллионный контракт на 2 фильма, делала ремонт своего небольшого дома и даже подумывала вновь вступить в брак со своим вторым мужем Джо Димаджо. Но во время съемок фильма с символичным названием «Что-то должно случиться» актриса была обнаружена мертвой в своем доме в окружении врача, психоаналитика и горничной. Организацию похорон взял на себя Джо Димаджо, он же всю оставшуюся жизнь носил цветы на ее могилу. Еще при жизни Мэрилин придумала себе надгробную надпись: «Мэрилин Монро, блондинка, 94 53 89». Она хотела, чтобы ее запомнили именно такой.